Всем привет, друзья! Привет! Вы на канале Своим ходом. С вами кто? Лизон. Виталик, и мы в этом видео отправляемся. Это первый выпуск и последний выпуск, потому что это один выпуск, единственный с круиза. Мы все 8 дней нашего путешествия на круизном лайнере объединили в один вот этот мощный, сочный выпуск. Из Греции. Это не просто путешествие по Греции, это круиз на офигенном лайнере. Вот он. Там больше 10 этажей, мы вам расскажем, покажем все подробности, которые интересуют людей, которые собираются поехать в круиз, которые ни разу, может быть, не были в круизе. В общем, будет полезно. Прямо сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И мы начинаем. Началось наше приключение с того, что мы прилетели в Афины, это Греция. И вот мы уже в Афинах. Первое, что бросилось в глаза, это необычный алфавит. Буквы, которые здесь используют, это что-то, точнее слова, из которых составляют буквы, это что-то русские буквы, потом идут какие-то китайские иероглифы и какая-то древняя рукопись. Короче, это очень необычно. 370 метров. Ребята, мы теряем коптер, короче. Давай, беги, я, короче, тебя догоню. Ребята, мы только что потеряли коптер, его снесло нахрен ветром, и его куда-то, он сейчас сажается куда-то в Афины, непонятно куда. Виталий побежал, он 370 метров от нас. Завис где-то над домами, это просто жесть. Сам-то попробуй долети. Не летит, он все не работает, сигнал, все, он его сносит ветром, ветер туда сильно очень, его носит, просто не может справиться, все. Нельзя летать, нужно было об этом думать. Все, мы потеряли. Все, нет сигнала, не знаю где он. И мы никогда не знаем, где он упадет, если он возвращается обратно домой. Ну вот он возвращается, вот именно что. Смотрите на его лицо. Просто куча говна в штанах. Господи, он вернулся, ребята. 7% батарейки, экстренная посадка. Так что, ребята, если вам понравился кадр, который я успел снять, ставьте лайк. Это просто... Больше мы здесь летать не будем. Я так и не понял, на самом деле, это было или из-за сильного ветра, потому что было написано very, very, very high wind, просто жесть. Или это было из-за того, что здесь вокруг стоят глушилки. Я не знаю, честно говоря. Я вся вспотела и мокрая. Просто все подмышки мокрые. Потому что нельзя так нервничать меня заставлять, понимаешь? А теперь с обосранными штанишками, немного запачканными от полетов, мы поднимаемся в сам Акрополь. Вот это красотища. Такой ветер сильный дует. Теперь я понимаю, почему квадрокоптер снесло у меня. Потому что меня тут уже сносит. И на самом деле нам просто повезло, что квадрокоптер нашел в себе силы и сумел вернуться на то место, откуда он взлетел. Ты собрался, такой, давай уже. Я в такой ветер никогда в жизни не летаю. Просто там, откуда я его запускал, ветер так сильно не чувствовался. Но здесь прям сдувает. Это огромный 10-этажный дом, который плавает по морям и океанам. Такая девушка подходит, проверяет наши билеты, номер комнаты, все, и нам туда доставят наш чемодан. Такой счастливый просто, капец. Ни разу не плавал на круизных лайнерах. Сейчас времени около часа, а наш круизный лайнер отправляется только в 7 часов вечера. И то есть уже за 7 часов начинается загрузка, регистрация, потому что он очень большой, очень много людей. И этот кораблик, издалека он казался не таким большим, а отсюда он кажется просто гигантским. Мы добрались во второй номер, и чемодан добрался быстрее нас. Его уже привезли. Пока что здесь у нас Афины за окном. Вон там мы только что проходили регистрацию. Вот это наш огромный круизный лайнер. Обалдеть. Опа-на, Лизон переоделся. А что такое, Лизон? А я спать. В смысле спать? Все, поспать. Ты спать ложишься? Да, пару часиков посплю. Ну да, Лизон сегодня что-то устал у нас. Встану и вечером буду жрать. Шведский стол, да, без перерыва. О, да, так хорошо. Приехать на лайнер, чтобы здесь поспать. Друзья, прикиньте, у нас тут спасательная операция. Типа, когда люди загружаются на круизный лайнер, у них проходит обучение, потому что на всякий случай мало ли что. Лизон только спать лег, ее тут разбудили. В общем, здесь смотрите, такой жилет. Эта штука, когда вы падаете в воду, она при прикосновении с водой загорается. Флешмоб по одеванию спасательных жилетов. Вот, кстати, я всегда думала о том, что, например, в самолетах никогда не дают попробовать одеть жилет, да? Ну, да. То есть ты постоянно слушаешь, как это делать, но ты ни разу этого не делал. А так ты как бы сделал, мышечная память, ты все запомнил и все. Попали на крышу, где бассейн. Вот здесь джакузи ребята сидят. Вот такой бассейн. Все плавают, отдыхают. Класс. Друзьяшки, а мы походу отплываем, мы дождались. Блин, а тут так страшно стоять. Каюта с балконом просто обязательно. Вот. Но это стоит там лишних 20, там сколько-то тысяч или 10, чтобы взять именно каюту с балконом, а не с иллюминатором. Потому что это просто охренительно. А мы теперь, так как много жрем, здесь будем ходить пешком. Красота вообще. Стоят такие шезлонги, везде есть пледики. Вот так, скручены в рулончики, можно взять их даже с собой.
и с ними просто гулять по палубе. Мы приплыли в город, который называется Катакалон. Плыли сюда всю ночь. Все люди просыпаются. Morning. Очень много автобусов внизу стоит, ждет. Сейчас у нас будет завтрак. Лизон, давай вставай. Тут вот ребята уже с утра убирают все номера. Все четко. О, а вот эта движуха началась. Вчера мы здесь были, было очень мало людей. Сейчас завтрак. Еще ходят такие чувачки, разливают сок, воду приносят. Можно кофе, чай заказать за хороший день. Вот смотрите, как здесь красиво. Очень много шезлонгов. Места хватит абсолютно всем. Тут припаркованы другие всякие круизные лайнеры. Мы сейчас вон там пойдем или, может быть, поедем, не знаю. Пойдем в Катакалон, посмотрим. Тут вот такая пропасть вниз. Вот здесь наверху джакузи есть. Садишься, тут кнопочка включается, и пузырики пошли. Тут фонтан, ночью он подсвеченный. Вот люди загорают, тоже бассейн. Вот мы вышли из нашего лайнера. Причем там на выходе стоят чуваки, они наши карточки просканировали, то есть они знают, что у нас на борту сейчас корабля нет. Да, вот капитанский мостик, который мы вам показывали уже на видео. То есть мы вот буквально там раз, два и третий балкон от капитанского мостика. А, такой большой, обалдеть. Все вот выходят и направляются прямо вот туда. Все с рюкзаками, набитыми едой. Потому что я сейчас собственными глазами видел, когда пара такая, бабушка открывает ему рюкзак, дедушке. 55, закидывает туда просто яблоки, все фрукты закидали, такие, закрыли коп и пошли гулять. Сейчас запускаем квадрокоптер, надеюсь, будет лучше, чем вчера. Мы сейчас ищем автобус или какое-то такси, чтобы доехать до деревеньки, которая называется Олимпия. Есть аренда мотобайков, сейчас узнаем, сколько стоит. В общем, 30 евро стоит один мотобайк. Тут вот автобусы. Вот смотрите, называется так вот Bus to Olympia. За 8 евро мы договорились с человека, да, туда-обратно. Мы уже идем, нас всех позвали. Справа столько много яхт. А пока мы идем к автобусу, смотрите, есть такая штука, короче. Чуваки едут и пьют пиво какое-то. Hello. Пивная штука, еще видите, они сами крутят педали и едут. А вот, собственно, наш автобус. Мы пришли. Вот такой автобус, классный. 8 евро с человека. В общем, Олимпия, то место, где провелись первые Олимпийские игры. Вот нечто подобное мы видели, когда с Лизой ездили в Турцию 5 лет назад. Там был фест по Мукале, вот там тоже всякие такие старые здания. Ну хорошо, хоть есть тень деревьев, да? Так, здесь не жаришься. Сейчас будем фотографировать. В общем, очень много всего такого. Сейчас мы фотки в Инстаграм поделаем, поэтому, ребята, если вас до сих пор нет в нашем Инстаграме, своим входом в Инстаграм прямо сейчас заходите, подписывайтесь. У нас там истории, прямые эфиры постоянно там делаем, потому что там вы наблюдаете все в реальном времени, как происходит, а уже не в записи. Так что всех ждем в нашем Инстаграм. Delete the video. Delete the video? It's only on the computer. It's okay. It will be no problem. It's a hobby. It's not for selling videos like this. Короче, ты понимаешь, что нужно лучше прятаться, а не на открытой поляне. Друзья, у кого есть квадрики вообще? Кто вот сейчас видео смотрел? Что вы делаете в таких случаях? То есть к нам подошел чувак, говорит, типа, удаляйте. Мы уже подошли к нашему лайнеру. Смотрите, здесь раздают, а я возьму холодные полотенца. Освежает. Все сдается. Ох, снова наша каюта. Вернулись в наш плавучий дом. Еще 7 дней получается наплыть. Ну а после заката начинается ночная жизнь на круизном лайнере. Это казино, всякие концерты, дискотеки, бары. В общем, вот тоже такая небольшая нарезочка всего того, что мы сняли за 7 ночей. Ребята, это казино, смотрите. Хотя бы $50 всадим давай. Может, что выиграем. Посмотрите, как здесь все сверкает и блестит. Все такое в золотом стиле. Потолок.
лестницы золотые. В общем, сейчас в этом шоу будут показываться все направления, которые есть у этих круизов. Это Греция пошла. Всем доброе утро, друзья. Я только что проснулся, начинается третий день нашего круиза. У нас за окном Котор. Я не знаю, как правильно произносится, или Котор, или Котор. И это Черногория, друзья. Тем временем Лизон тут собирается, наводит марафет. Подвесной мост наш любимый, вот так можно ходить, видите? И снизу видно другую палубу нижнего корабля. И вот тут открывается вот такой вид на горы. Забрались на верхнюю палубу. Все люди уже убежали, видимо, туда в город, поэтому наверху не так много людей. Посмотрите, весь бассейн пустой. Все джакузи свободные, по 2 человека максимум у них. Сейчас идеальное время, чтобы там тусоваться. И прямо сейчас Черногория на связи. Вон там остался наш круизный лайнер, вон он с огромным монитором. Приплыли вот на таких штуках оранжевых вообще. Я вот поражаюсь, насколько здесь развит сервис. Кстати, на удивление, здесь тоже очень много байков. Вообще, как в Азии, да? И вот мы зашли внутрь крепости. Здесь старые дома, сохраненные еще с тех самых времен. Ну-ка, что тут у нас? Ух ты! Это полная дичь, короче, друзья. Я разговариваю, сейчас паду. Короче, подъем сложнее, чем на вулкан Батур на Бали. Меня можно поздравить, друзья, я забрался. Здесь повесил свою футболку сушиться, что она насквозь мокрая. Сейчас будем запускать квадрокоптер. Вот и все, мы забрались, мы это сделали, и, знаете, такое чувство победы сегодня. А то 3 дня плыли, только жрали, пили и плыли, как эти бегемотики на круизе. По поводу бегемотиков на круизе, сейчас я вам вставлю всю нарезку еды, которую мы сняли за 7 дней. Вы все это дело посмотрите, кормили очень вкусно, очень круто было, нам понравилось, вот такая вот еда была. Подъем такой. Так поднялся, взбодрился, преодолел 4. себя. На 4 я была. В смысле 4? Подъем сложнее, чем на Батур подниматься. 4 у нее. Так, что тут у нас Лизон убрались? Давай проверим. Всегда все убирают, всегда полотенце чистые. Сколько раз мы выходим, столько раз убирают. Какие-то танцы, друзья, смотрите. Сейчас Мурчок зажигает. Where are you from?
USA, Ohio. I'm from Russia. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. Они в 35-м круизе, понимаешь, 35-й. 5-й круиз. Дай бог, чтобы наши все пенсионеры путешествовали вот так. Я говорю, у вас такая классная жизнь, типа прекрасная в круизе. Она говорит, что ничего не дается просто так, и мне пришлось очень много работать для того, чтобы этого достичь. И что когда я была такой же молодой, как и вы, то даже подумать не могла, что поеду в круиз. Поэтому вот так, ребята, все говорят одно и то же. Следующий остров, на который мы приплыли, это остров Родос, Греция. Я там очень много всего наснимал с воздуха, и вот эти съемки. Ну и последнее место нашего маршрута — это остров Хиос, Греция. Но нам он вообще не зашел. И вот что мы там наснимали, совсем чуть-чуть. А вот мы и добрались на остров Хиос. В общем, вот такой городок Хиос. Здесь какой-то кипиш. Очень много людей. Очень много транспорта, и мотоциклы, и автомобили. Кстати, друзья, вот прямо сейчас я снимаю паром, получается, это не лайнер, а именно паром. И видите, там заезжают автомобили. То есть, когда вы приезжаете сюда не на круизном лайнере в путешествие, а приезжаете, например, на какой-то остров, там прилетаете, берете в аренду автомобиль, то есть можно прямо на паромах перемещаться вместе с автомобилем. Видите, то есть вот автомобили все с туристами заезжают на борт парома и плывут на какой-то другой остров, да? Да. Так, получается, можно все остальные острова объехать на одном автомобиле. Самое вкусненькое я оставил на потом. На этом круизном лайнере я сделал Лизе предложение, и вот так все это дело происходило. Вот и все, друзья. Мы покинули наш круизный лайнер, на котором путешествовали целых 8 дней по Греции и Черногории. В общем, вот он, Бизон. Так грустно уходить, но ты понимаешь, что ты двигаешься дальше, поэтому мне ничего не грустно, потому что у нас куча просто запланированных на 2 месяца вперед путешествий, поэтому мне пофиг. Серьезно, это было круто, это вообще было невероятно. Классный опыт всем. Просто, ребята, однозначно, каждый мужчина своей девушке должен подарить круиз. Это, блин, это нереально клево. Пьем мы с пацаном за начало круизной жизни, да? Это был наш первый круиз, и все еще только впереди, да? Это была разминочка. На этом мы с вами прощаемся, друзья, но это еще не конец, еще впереди много всего интересного. Ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на наш канал и напишите в комментариях вообще, в каких круизах вы были, в каких вам больше всего понравилось, в каких не понравилось, какие у вас вообще мысли есть по поводу круизов, куда вообще стоит поехать, что вообще рекомендуете. Нам будет очень интересно почитать, потому что мы заинтересовались круизами и в дальнейшем хотим как можно по большим направлениям поплавать, покататься, все дело поснимать. Все, лайкосик, комментарий, давайте, до встречи.